Привет, дорогие друзья! Основной темой сегодняшнего дня, конечно же, является атака на российские аэродромы. На нынешний момент, в принципе, все происходит так, как и предсказывалось. То есть полетело по Украине и очень мощные прилеты на сейчас. Очень мощные прилеты и насчитали 80 где-то, 80 пусков. Прилеты по объектам инфраструктуры. Во многих местах, во многих городах, во многих районах нету света, нету подачи воды, нету отопления, отключено отопление. Во всей Одессе на момент записи этого видео отключено отопление. Все такое. Упал разгоночный модуль С-300, это скорее всего ПВОшная. Ну, это однозначно ПВОшная, но просто что понятно, что это не Россия запускала. Все-таки ПВО. Есть конспирологические версии о том, что ее туда вообще привезли, положили, мы об этом не говорим, в Молдове. Вот, первоначально был рассказ о том, что это российская ракета, но, в принципе, беглого взгляда хватило для того, чтобы понять, что это повторение истории с Польшей. Слава богу, никто не погиб. Пока что по Донецку не полетело на момент записи этого видео. Я убежден, что полетит, потому что несложно предположить, какая ответка происходит со стороны Киева уже на такие обстрелы. Летит по Донецку, причем не избирательный обстрел, абсолютно по мирному району, с мирными жителями погибшими. И к ночи летит в Белгородскую область. В принципе, вот все то же самое ожидаем сегодня, к сожалению. Да? Но хочу поговорить о другом. Мы уже окунулись с вами в волшебный мир коррупции российского оборонпрома. И тут очень важно. Дело в том, что Путин, по всей видимости, планируя, я все-таки смею надеяться, что это кто-то планировал, вторжение в Украину, очень сильно рассчитывал на высокие технологии. Высокие технологии должен был обеспечить Ростех. Ростех это как украинский Укроборонпром. Это государственная корпорация, но уже на большей частью, наверное, приватизированная, как это ни странно, личностями, аффилированными с ее главой Чемезовым. То есть это удивительная история, когда я начал в нее вникать, я просто прозрел. Мне говорят, остановись, остановись. Приходят люди, говорят, стой, остановись, не рассказывай об этом. Как ты смеешь, цепсо и все. А я говорю, если я цепсо, то, как говорится, подставляйте лицо. Все, кто с Чемезовым близок, устроен очень неплохо. К примеру, вот это вот 23-е в списке Forbes Российской Федерации Игнатова Екатерина, это супруга генерального директора госкорпорации Чемезова. Занимается она инвестициями, недвижимостью и так далее. Но давайте посмотрим на тех ребят, которые работают в самом Ростехе. То есть на тех ребят, которые вот как раз таки и привлекают все вот эти вот высокие технологии, на которые, скорее всего, рассчитывал Путин. Ростех стал в одно время настоящим островом Багамы, как для американских пенсионеров, знаете, как говорится, для людей, которых ушли из силовых структур, причем ушли нечисто. 1 декабря пошел на повышение некто Олег Минжинский. Он был заместителем начальника управления ФСБ М. Занимался контрразведкой и борьбой с коррупцией. Вы знаете, борьба с коррупцией во всех странах бывшего СССР, да, наверное, и во многих странах Европы, является очень прибыльным делом. Как пишут, Минжинского попросили на выход после скандала с трудоустройством в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации двух кандидатов – Бориса Лавренева и Владимира Вазагова, которых лоббировала армянская диаспора. Говорят, что за это Олег Минжинский должен был получить имущественные права на квартиру стоимостью 100 миллионов. В доме, в новом комплексе, застройщик которого являлся как раз таки товарищем Лавренева. Но информированные источники говорят, что эта квартира и 100 миллионов это просто пыль на рояле и даже немножко унижает Олега Минжинского, ибо рассказывают информированные источники, что он давно являлся решалой, и вот эта вот квартира просто стала предлогом для того, чтобы его убрать. Сам Лавренев, его участь незавидна, его уволили после этого и отправили в Украину воевать. Потому что отправка вот такого рода людей в Украину является наказанием самым страшным. А вот Минжинскому повезло. Через несколько месяцев после отставки этого скандала его назначают в Ростех. А в этом году он возглавил дочернюю компанию АО «РТ Проектные технологии». Теперь этот человек занимается проектированием
Ну, соответственно, технологиями. Там еще один есть. Другая дочка Ростеха, РТ Капитал. В прошлом году она была возглавлена бывшим заместителем прокурора Подмосковья. Это уроженец Дагестана Семен Якубов. В марте 21-го он ушел из прокуратуры. Ну, сообщалось, что по собственному желанию. Но по некоторым данным, причиной могла стать инициированная против него служебная проверка из-за эпизода со стрельбой у башни ОКО в Москва-Сити. Дело в том, что у Москва-Сити устроили перестрелку два криминальных авторитета. Вернее, охрана двух криминальных авторитетов. Один из них, и равно как и охрана, немножко связан с Дагестаном. Вроде как там Гарик Махачкала. Ну, слышал так, краем уха. Вот. Они устроили перестрелку. А потом вмешалось следствие и начало винить пострадавшую сторону. В частности, росгвардейцев и сотрудников частной охранной фирмы, один из которых даже погиб. Из-за чего закралось подозрение, что кто-то в прокуратуре отстаивает интересы национальных диаспор. А может быть, и самого Гарика Махачкалы. И вдруг пришли к выводу, что это, скорее всего, как раз таки упомянутый нами прокурор, который мог вступить с ним в связи, когда еще был прокурором Одинцовского района, там, где расположена небезызвестная Рублевка. Ну, теперь-то, знаете, как говорится, слава богу, этот человек в Ростехе, поэтому российская военка будет только расти и расти, и до небес скоро дорастет. Следующий персонаж. Это так только по верхам. Мы не разбирались. Ну, вот как я, знаете, я люблю по фирмам ходить, по учредителям. Начинать смотреть, высматривать, о, батюшки. И то даже еще по верхам. А вот это вот вообще просто беглый взгляд. Мне стало интересно просто, кто же там работает и кто туда приходит. Следующий. Александр Назаров. Он в Ростехе дослужился до должности заместителя генерального директора Ростеха. Глава корпорации Чемезов оценил его серьезный управленческий опыт, реструктуризацию проблемных активов. А вполне возможно, что под реструктуризацией проблемных активов государственной корпорации подразумевается, к примеру, ликвидация производства, как это было с комплексом ВОАО «Химпром». Туда Назарова назначили решать вопросы и решили все распилить и продать имущество предприятия на металлолом. Откуда он взялся в Ростехе? Он там появился в 2011 году. Знаете после чего? После того, как тогдашний президент Дмитрий Медведев уволил его из МВД Российской Федерации с поста замглавы Департамента экономической безопасности. То есть он, как и Минжинский, боролся с коррупцией. И поборол, наверное, ее знатно, потому что он же признался, что стоимость взятки выросла в 3 раза. Представляете? Какие-то злые средства массовой информации называют его оборотнем в погонах. Мы не верим в это, честно говоря, потому что он бы не мог попасть в Ростех. И сейчас этот очень достойный человек курирует всевозможные цифровые проекты Ростеха, кибербезопасность, смарт-технологии. В рамках проекта «Безопасный город» разрабатывалось ПО, которое позволяет предсказать массовые беспорядки и митинги. Вы представляете? Искусственный интеллект предсказывает. Ну а куда ж ты идешь, если ты без команды идешь? И в Ростех Назаров привел своего коллегу, ближайшего своего соратника, некого Будила. Это бывший следователь МВД, фигурант списка Магнитского, но то к делу не относится. В Ростехе его сделали директором по развитию РТ «Химкомпозит». Опять-таки эти дебильные, злые языки, пишут, что он занимался тем, что в принципе сажал людей без всяких доказательств. Ну, фабрикацией дел занимался, но это тоже, знаете, я думаю, в Ростех такого не назначили бы. А вот другая информация о том, что происходило при его помощи организация даже заказных убийств. И, конечно, эту информацию отметаешь сразу, а потом начинаешь интересоваться. Дело в том, что в 2011 году был убит заместитель главы финансовой лизинговой компании, некто Бурлаков. Дело этого Бурлакова вел как раз таки Будила, а впоследствии имущество финансовой лизинговой компании на сумму 1,7 миллиардов рублей отошло компании «Независимые технологии», директором которой являлся некто Андреев, совместно с Будила, ведущий расследование по этому делу. Можно, конечно же, охренеть и сказать, что? Как так можно, получается? Ну, это раньше было, сейчас, конечно, нельзя. В 13-м Будила сообщают, якобы вымогал 2,5 миллиардов
у Аблязова, небезызвестного, которого преследовали на международном уровне. Сообщают, что Аблязов отказался. Тоже аферист первостепеннейший, да? Но он отказался. После этого было организовано покушение. Для этого покушения нашли гражданина Украины, который на него согласился. Аблязова сберегла счастливая звезда, как говорится, но те все-таки добрались до определенной суммы. Потому что ранее возглавляемый Аблязовым банк после отъема лицензии у него еще и пропал его архив. А архив оценивается в 90 миллиардов. Где-то пропало, где-то прибыло, как говорится. Но никто не знает, конечно, куда он делся. Хищение долго расследовалось. Но Будило избежал каких-либо санкций и попал в Ростех. Слушайте, но в самой-то корпорации Ростех понимают же, что там, иногда бывают там какие-то, кое-где у нас порой, знаете, как говорится, да, и борются даже с коррупцией, подставляя фунтов. Как подставили, к примеру, вот эту вот барышню, бывшую топ-менеджер, которая получила взятку в виде персидского ковра, вы представляете, соковыжималки, чемодана и путевки в Турцию. Ну вот, а вы говорите, никто не борется. Хлоп ее, как говорится. И вычистили корпорацию Ростех. Как вы думаете, при таком вот подходе, при такой политике, это аналог украинского Укроборонпрома. В Укроборонпроме воруют нещадно. Но даже это нещадно не сравнится с трэшем, который я вижу здесь. Не знаете, где-то лучше, где-то хуже. Просто здесь такое впечатление, что никогда никто туда даже не заглядывал. Где-то там по задворкам заглядывали, но это же все были вбросы ЦИПСО и испанских спецслужб, вы же понимаете. Это беглый взгляд. Может, вам просто интересно будет. Пока.